Вот уже больше недели я болею каким-то непонятным вирусняком, гнусавлю. Периодически болит голова. Короче, соплей, горло и всего остального навалом. Никак не могу выздороветь. И я думаю, это все от недостатка любви. Вот нахуй ты руку убрал, блядь, сразу? Да я ж закончил. Ну так что ты закончил? Но сегодня я положу конец этому продолжительному недугу. Сегодня я найду ту самую, единственную, неповторимую, будоражащую всю мое нутро царицу. Мою царицу. Сегодня у меня блондиночка, молоденькая, красивая, как я люблю, ну, как мы все любим мужчины, да, мы любим покрасивее, помоложе, поблондинистей, а кто-то и побрюнетистей, а кто-то и рыжих. Рыжих, да, рыжих. Поэтому сегодня делаю ставку на выигрыш. И на то, что моя золотая антилопа выбьет сегодня копытцем ровно столько, сколько мне нужно для счастья. Да, вот это я умею, конечно. Обороты оборачивать. Ждем, надеемся, верим, аплодируем и делаем ставки. Ставки делаем. Привет. Физкульт, привет. Я думал, ты там куча народу какая-то. Думал, может, ты с группой поддержки пришла? Нет, привет. Как ты? Да я хорошо, отлично. Вообще, все замечательно. Сейчас, секундочку. Кто-то мне хочет. Ты выглядишь прекрасно. Я тебя заметил еще немножко издалека. И уже, знаешь, ведь по походке, на самом деле, и по поведению человека, когда он не знает, что за ним наблюдают, можно многое сказать. У тебя достаточно уверенная и... Кто-то там тебя пытается достать усердно. Сейчас, секунду. Не то, чтобы я был сильно деловой, но мы просто... Да. Хотя и деловой я тоже. Это хорошо. Был в прошлом. Но это не очень. Это не очень, да. Погода прекрасная. Погода замечательная. Мы молодые, симпатичные, и ничего не мешает нам узнать друг друге чуть больше. Да, замечательно. Ты расслабься, ты немножко напряжена, тебе надо, да, я понимаю, это все-таки событие для девушек особенно. Конечно. Да, поэтому я все прекрасно понимаю, но в то же время ничего страшного не происходит. Все хорошо. Ты мне скажи, знаешь что, а вот что бы ты хотела вот от мужчины, который вот... Нет, скажем так, какого мужчину рядом с тобой ты представляешь? Вот есть у тебя... Ведь у каждого, особенно у девушки, у каждого человека есть именно образ той половины, которую вот он хочет рядом с собой видеть. Вот какую половину ты хочешь с собой видеть? Ну, понимаешь, у меня вот только что был печальный опыт. Я только что рассталась с молодым человеком. Решила предложить водички, пока вы ждете. Спасибо. Конечно. Спасибо. Специалист сейчас освободится. Чудесно. И почему печально, плохо расстались? Ты знаешь, все было неплохо, но это был мой сверстник. То есть, как бы, мы были одного возраста. Да, у него были состоятельные родители. То есть, были моменты, мы летали там с ним отдыхать, там в Дубай ездили. Все такое было, и все как я люблю. Хорошо проводили время вместе. Вот. Но потом он поссорился с родителями, и, соответственно, вот с этого момента все у нас как-то пошло нехорошо. Родители крантик перекрыли. Да. А меня это не устроило. Вот так вот. Так. И все-таки я приняла решение, что, наверное, мне нужно искать рядом с собой, Так. обеспеченного, но независимого мужчину уже. То есть, как бы, чтобы он... Постарше был, чем сверстник, я так понимаю. Да, независимо от родителей и от их мнения. Конечно. Блин. А если у меня какая-нибудь капризная, богатая старушка? Моя мать, не, да, я шучу, ладно. Я шучу. Это уже не очень хорошо. Да, на те же грабли наступать не очень бы хотелось, да?
Слушай, так, ну и что за... Конечно, Так, чтобы мужчина да. также был ответственный, умный, но мне прям важно, чтобы рядом со мной был платежеспособный человек. Получите. 50 тысяч. Потому что мне кажется, что я красивая девушка, и я заслуживаю подобающего отношения, поэтому для меня это все-таки важно. По поводу красоты спорить даже не буду. Спасибо. Пожалуйста, это бесплатно. Ура! Да. Ты знаешь, так, я тебя услышал, да? Мне даже удивительно, что ты вот без цветов как-то. Ну, вот я привыкла, что когда приходишь к мужчинам как-то на свидание, именно уже к мужчинам, Да. как-то вот обычно с цветами. Я сейчас объясню, то, скажем так, я объясню, что это не от твоего рассказа, я зеваю, если что. Да, значит, ситуация следующая. Я, ну, как ты видишь, мужчинка взрослый уже. Ну да. Вот, и много чего повидал. И у меня были и фабрики, заводы, дворцы, пароходы, и, в общем, и все остальное. И я от большей части вот этого материального мира отказался. И сейчас я стал аскетом. Я аскет. Я аскет 21 века. Буквально вот на этой крыше себе постелить. Будь здоров, это что значит? Я не чихал, я говорю, я аскет. И что это нет, значит? да. Это кто ты? Почему? Это не брускета в ресторане, да, это аскет. Я веду аскетичный образ жизни, то есть я, ну, помимо того, что я против всякого гиперпотребления, я, опять же, как я сказал, отказался от большинства благ современного мира. То есть я оставил себе буквально там жилье, коробку, однушку в спальном районе. Вот машину я не стал менять, просто на ней езжу. У меня есть пару-тройку футболок, пару-тройку обуви буквально. И, собственно говоря, на этом все. Ну, небольшое количество одежды это нормально для мужчины, но что-то мне кажется, как будто ты меня пытаешься обмануть, потому что у тебя вроде как ты выглядишь как состоятельный мужчина. Так. И машина, ну, как бы у тебя хорошая. Она что, Смотри, как будто бы я тебе объясню. Смотри, нет, ты не поняла меня. У меня есть деньги. Но... Я не бедный. Ну, это Просто я замечательно. веду аскетичный образ жизни. То есть я не трачу деньги, кроме вещей, которые нужны мне для поддержания жизни. Это скудный набор еды, продуктов, это скудный набор одежды, это деньги на бензин, на автомобиль, на оплату коммунальных, на этот самый. И все. Я не трачу деньги на рестораны, на поездки за границу. Я уже везде побывал, мне это неинтересно. Я не покупаю там дорогих шмоток брендовых. Ну, то есть я вообще не я от этого полностью отказался. И я бы хотел рядом с собой видеть девушку, которая бы приняла бы мой образ жизни и тоже бы стала аскеткой. Будь здоров, не надо говорить. Нет, ну ты, конечно, не болей, но как будто бы ты сейчас говоришь какую-то очень информацию. То есть, ну, если рядом с тобой будет красивая женщина, которая должна будет ухаживать за собой, она же должна продолжать быть такой красивой. На это тоже нужно она средства. может пойти работать. Зачем? Чтобы быть красивой. Но если она будет работать, Так. у нее, может быть, уже не останется времени, чтобы быть такой красивой, как она. Может быть, я приму ее такой, какая она есть. Смотри, давай, чтобы мы сейчас продолжили эту всю дискуссию, да? Я понимаю, что ты настраивалась на определенные какие-то события в рамках свидания. Я специально здесь встретиться. Почему? Здесь кафе замечательное, смотри, называется, видишь, кафе у Толстого. По-домашнему вкусно. Грузинская кухня. Вот. Что ты хочешь сказать? Мы можем там сейчас сесть, чайку попить. Ну, знаешь... А что? То и вкусно пахнет оттуда, ты же чувствуешь? Это какая-то как будто бы... Чего? Мне не подходит. А почему? У Толстого? Ну, у Тонкого не было здесь и кафе, вот у Стройного тоже. Давай у Толстого. Ну, как-то я просто больше люблю... Да. Ну, как-то, не знаю, я такую кухню. Там чай недорогой. Я не хочу чай. Так я тебе про кухню вообще ничего не говорил, говорю, чай попьем. Ну хорошо, тебе я могу купить кофе. Ну, может, мы в ресторан поедем?
Нет, ты знаешь, все-таки нет. Я тебе уже сказал, я веду достаточно аскетичный образ жизни, я не трачу деньги нецелесообразно. А ресторан, мне кажется, нецелесообразной вещью, потому что поддерживать жизнедеятельность можно и другими продуктами, абсолютно более доступными по цене и не менее худшего качества. Поэтому рестораны я был во всех ресторанах, в которых можно было Ну, а я-то побывать. нет. Покажи мне все свои рестораны, в которых ты был. Ты понимаешь, если бы ты была со мной там 10 лет назад, то я бы тебе показала. Сейчас, к сожалению, тебе нужно будет все-таки принять меня таким, какой я есть, и мой стиль поведения по жизни вот такой, как я уже сказал, абсолютно аскетичный. Я за целесообразную трату средств. И, к сожалению, в это понятие не входят походы по ресторанам, поездки за границей, покупка дорогих шмоток и так далее. Поэтому либо ты принимаешь меня таким, какой я есть, либо, к сожалению, нам, наверное, не по пути. Ты знаешь, это какой-то кринж, и меня это не интересует. Не очень это слово понимаю, ну ладно. Хотел тоже тебе сказать, будь здоров. Ну, хорошо. Будь здорова, да. Ты знаешь, меня это, наверное, не интересует, и вообще это какой-то развод получился. Нет, еще не развод, мы даже не поженились. Никакого развода нет. То есть я я такой. Я вот стал таким. Я же мог бы стать любым другим, но я стал вот таким. Поэтому либо ты со мной, и мы идем пить чай у Толстого, либо мы не с тобой, и ты идешь... Куда ты хотел? В армянский ресторан? Там, в ресторан у Армена. Вот как-то так. Но без меня. То есть я в этом не участвую. Даже если ты заплатишь. Я уже сказал, я вот против этого всего. Ты знаешь, наверное, нам с тобой не по пути. Раз не по пути, значит не по пути. Я пойду пить чай один, если хочешь, присоединяйся. Тогда пока. Пока, да. Что я могу сказать? Счастливо. Кафе действительно называется у Толстого. Сам в шоке, что есть такие названия. Это, кстати, не реклама, если что. Бывший ее паренек. Как много ты тратил на нее, что родители в итоге прикрыли вам крантик? Напиши в комментариях, если тебе не сложно. Или мне в личку, мне просто даже интересно. Если бы у моего сына была бы такая девочка, да, и я бы понимал, что у меня с карточки как ветром сдувает вообще все, что только можно, я бы тоже крантик перекрыл. Вот, поскольку так надо, как говорится. Желание женщин захомутать взрослого состоятельного мужчину мне понятно. Но у взрослых состоятельных мужчин тоже есть свои желания. И в данном случае я аскет. Будь здоров. Спасибо. Я не чихал. Ладно, друзья мои. Предаваясь своему аскетичному образу жизни, пойду продам свои трусы Дольче Габбана и куплю ситцевые на рынке по 50 рублей 100 штук с цветочками. И буду приманивать ими на следующем свидании. А пока уйду в дзен, попивая зеленый чай, и так на протяжении месяца. Зато похудею, приду в форму, сохраню финансы и здоровый цвет лица. Аминь. А вы пишите, кто еще хочет стать аскетом. Покупайте мои курсы «Аскет на всю жизнь» за 500 миллионов тысяч долларов. Пишите, что думаете, девочку на оценку. Я таких люблю, честно говоря, но, видимо, не сегодня. Так что аскеты нынче не в моде. Вот так я вам скажу. Так что, если ты смотришь этот ролик из избушки лесника где-то глубоко в тайге, непонятно откуда там интернет взялся, ты меня поймешь. Медведице привет. Ты тоже меня поймешь. Пишите. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!